Hi everyone, с вами Ева Лорман, и я хочу вам показать сегодня классную стрижку каскад персонализированный. Что это такое? Персонализация стрижки – это очень часто встречающийся термин в парикмахерском искусстве. Мастер, любой парикмахер должен, можно сказать, индивидуально подходить к каждому клиенту. Это и есть название персонализация стрижки. И на этом клиенте, как ни на ком другом, у нас получилось это все показать, буквально показать, и хорошо все снято. Я специально одела голубые перчатки, чтобы были видны на моих пальцах темные волосы, линии среза и так далее. Ну, в общем, знаете еще, что хочется мне тут сказать? И еще там есть некоторые фишки. Смотрите этот ролик до конца, потому что в конце я вам показываю, как проверить стрижку на симметрию. Это такой мой лайфхак. Я его когда-то давным-давно для себя изобрела. Пока я себе настраивала глазомер, пока он у меня там вот это все работать начало, до этого я пользовалась очень часто таким способом. Поэтому смотрите до конца. И еще и в этом ролике очень важно, я объясняю, насколько нужны ли нам углы оттяжки. То есть, если вы парикмахер, вы понимаете, о чем идет речь. Если вы новички, послушайте в любом случае. И я прям, мне кажется, очень подробно. Лично я бы, если бы я не была парикмахером, уже стилистом, да, работала давно, я бы однозначно поняла, что я сказала. Поэтому надеюсь, что вы тоже поймете. Я попыталась простым языком объяснить, что такое угол оттяжки и в каких случаях мы должны на него опираться, а в каких лучше вообще забыть о их существовании. В общем, смотрите, желаю приятного просмотра. Let's go, друзья! Присаживаемся. Да? Могу обращаться к Татьяне. Аня меня зовут. Что мы будем делать? Красить пока корни. Ну, расскажите полностью все, что вы хотите. Немножечко поменять стрижку. Может быть, на каскад. Поднять могу верхушку тут, да? Да. Ну, как там, да. Каскад, да, он поднимается в этом месте. То есть длину мы оставляем, я так понимаю. Да. А вот в этом месте мы все это приподнимем. Волнует, знаете, какой? Дайте. Да. Волнует меня вот длина макушки. Я сзади не вижу. Вот. То есть она вам не принципиальна, примерно вот так, да? То есть не очень коротко. Нет. Не очень коротко, Просто то есть чтобы примерно. это, И понятно, выглядело, понятно. Да. Потому что каре как бы совсем не мое. Для чего? Для того, чтобы понять, что у нас тут за краска, мы должны взять по литру. По литру и находим этот цвет. Это микстоны. Вот, в этом районе. 8,45 где-то будет. 8, Или 45. Смотрите, чтобы понять. Нет, сильно нижние слишком темные. Снимаем. Смывается, все равно рыжий. Да, все смывается. Он всегда смывается. Так, смотрите, да, 8,45. 8,5 или 8,45. Вот он четко. Да, 8,45. 8,45 идеально подходится. Да. Все, ищем 8,45. Краска у нас красится 1 к 1. Так, обсуждаем с клиентом, что наш клиент хочет. Наш клиент хочет, в общем, уйти от каре. То есть у нашего клиента очень вьющиеся волосы, их достаточно много. Хочет уйти от каре, чтобы здесь был какой-то объем. Объем ушел снизу, потому как здесь у нас есть шея, которую именно это каре подчеркивает. Это очень важно вообще понимать. Вообще смотрите, вот смотрите на клиента вперед. Это называется тоже «смотрите на клиента вперед». Если смотреть на форму головы, смотрите, форма лица вернее. Форма лица. Если убрать все волосы, убрать, то что мы видим? Прямоугольник удлиненный. Да, очень длинная часть. То есть у нас шея здесь получается как продолжение лица. Хотим мы этого или нет, но оно есть. Здесь ничего без этого, никуда не деться. Поэтому здесь у нас получается очень длинная вертикальная линия. Видите? В стилистике есть такое понятие. Вот эта вертикаль, она блокируется горизонталью. То есть если у нас слишком высокая вертикаль, мы должны стрижке добавить горизонтали. То, что мы хотим. То есть клиент сам уже до этого дошел, что ему вот здесь не хватает этого объема. То есть визуально нужно уширить вот эту часть. И убрать массив вот с этой части. То есть длина у нас, правильно я понимаю, длина остается. И вот это все здесь будет более тонко. И здесь повыше.
То есть клиент даже не знает, как это называется. Это называется персонализация стрижки. Это что-то будет похоже на каскад. Но так как у нас есть как отличие от обычного каскада, значит, давайте будем каскад рассматривать сейчас с точки зрения того, чего нам не нужно здесь делать. Итальянка получится у нас тут? Итальянка не получится только лишь потому, что здесь у нас вот высота, конечно, есть, отлично, но длины вообще нет, правильно получается? Они не достают. Итальянка стрижется, вот эти волосы и вот эти, они все стригутся на одном уровне. Вот это будет итальянка. Исключаем итальянку? Исключаем. Да. Второй каскад, фронтальный каскад. Это когда у нас все волосы стригутся вот здесь. Тоже нет, потому что здесь у нас короткие волосы, и у нас клиент хочет вот здесь убрать объем. Третий каскад, каскад под 90, называется лесенка. С одной стороны, да, идеальный вариант, но 90, мы не можем сказать, что он будет везде у нас 90. У нас этот угол оттяжки будет зависеть от вот этой длины, которую мы здесь оставим. И вот этот угол оттяжки мы должны как подстричь? Ой, угол оттяжки, господи. Вот это и есть заданная длина, вот она. Видите? Да. Это и есть заданная длина, от которой мы будем плясать. Длина у нас остается, у нас уходит высота. Слишком длинно. Слишком. Покороче, да волосы Смотрите, же. Дело в том, что я волосы... говорю, они же подпрыгнут. Поэтому да, давайте сделаем вот так. А там уже будем смотреть. Я думаю, что нет. Это вьющийся волос, и его сильно коротко нельзя. Теперь смотрите дальше, что. Это у нас опорная Прядь. точка. Опорная точка для теменной зоны. Вот она. То есть вот она, мы ее сделали. В затылочной, в нижней затылочной у нас в П-образном проборе длина уже есть, так как мы уже сказали нам, что нам это надо оставить. Это еще одна опорная точка, видите? Вторая. Третья опорная точка – это длина виска, вот здесь. Это надо тоже обсудить с клиентом. Сюда заходи. Так. В каскаде, здесь у нас подстрижено все под одну длину, а в каскаде нужно стричь, висок будет короче, да? Как вы на это смотрите? Ну, должен быть немножко короче, иначе... Хотя мы можем пока этого не делать. Давайте Пока не будем пока, да? Давайте, это мы можем, как убрать его всегда мы сможем, но, то есть, вот это считайте уже, какая по счету? Третья опорная точка. Это, естественно, будет четвертая у виска следующего. Правильно? Да. И пятая опорная точка – это челка. Причем она у нас здесь интересно подстрижена. Она отдельная. Получается, здесь она сама по себе очень короткая, да? Что мы с ней будем делать? Оставляем. Оставляем, мы ее вообще не трогаем, да? Можно получается? миллиметр, чтобы обновить. Честно сказать, Не надо. не надо. Вот Ну, по не вашей надо. форме, Хорошо. знаете почему? Вот я сейчас вам объясню. Потому что у вас лоб не очень высокий, не очень. И если короткую челку стричь, она подчеркивает не высоту лба, а именно уменьшает его вот этот размер. И когда волос, если, ну, вернее, вот лоб невысокий, челка пусть тогда будет как бы побольше. Это тоже вертикаль. Теперь смотрите, что делаем дальше. Мы начинаем вот с П-образного пробора. Я ничего сейчас не закалываю, потому что нет никакого смысла. Прохожу вот этот метод прядь за прядью, который мы сейчас с вами прошли. Вот он. Вот, смотрите, алло, все смотрим. Вот, я подстригла. Это сейчас заданная длина. Потом делю на две части. И подчесываю столько же волос. Видите? Чтобы у меня в голове, в руках была эта постоянная длина. Это сейчас динамическая контрольная прядь. Опять половина. Я не буду сейчас стричь. Просто показываю. И обновляю как бы стрижку. Видите, контрольная прядь у нас двигается постоянно. Видно? Да. Да. Угу.
Сдвигается, сдвигается. И Аня продолжает. Чё, Аня? Чё, Аня? Готово. Аня идет в ту сторону. Вот. Ничего не закалываю, видите? Ничего не закалываю. Видно? Да. Потому что нет смысла. Вот, простригла. Давайте сразу же сделаем вот это вот соединение. Смотрите почему. Потому что нам нужно понять сбоку, да, под каким углом нам надо будет все здесь стричь. Смотрите, что я делаю. Я в П-образном проборе вычесываю прядь. Видите, ранее простриженная? Вот она. Вот. И я должна вот здесь вот их совместить. Но я сейчас все в кучу соберу. Прям вот в кучу. Почему? Потому что если я сейчас этого не сделаю, я вообще не смогу понять, на каком уровне они вообще тут должны между собой стричься. Так, смотрите. Ну, мне расческа нужна, конечно. Давайте вот эту помощнее. Да, держите. Смотрите. Видите ранее простриженную верхушку? Вот она. Видим? Все смотрим? Да. Видим нижнюю часть? Да. Видим? Вот она начинает вываливаться. Видно? Да. Вот она вываливается. Вот считайте, под таким углом нам нужно будет это все стричь. Понятно? Запоминаем этот угол. Еще раз. Все понимают? Галя, я не слышу вас. Маша. Все понимаю? Да. Смотрите, вот у нас, вы должны понять, любая стрижка, 90 градусов вот здесь будет. именно вот тут только 90 Да. градусов. Здесь это будет 60, а здесь будет 110 примерно. Ну, наверное. Перенаправление. Смотрите, что такое градусы. Дайте, пожалуйста, вторую расческу. Смотрите. Расческа, зубчики расчески расположены под 90 градусов к ней. Видите? Угол. Ну, угол, вот она, прямая линия, Маша, Галя. Прямая линия, а зубчики под 90. Вот, между ними 90. То есть расческа всегда 90. Я ставлю в это место, покажите мне волосы пальцами, где 90 у меня волосы. По центру. Видите? А остальные, Затылочный выступ. да, остальные волосы, эти выше, эти ниже. Значит, вот если я здесь поставлю 90, видите, в этой зоне 90, куда бы волосы смотрели, куда зубчики смотрят, видно? Да. Это было бы 90, а не видите, куда у меня волосы смотрят? Волосы смотрят вниз. Ниже, это 60 будет. То есть вот это минус вот этот градус, вот здесь будет 60. То же самое здесь. Если я снизу ставлю, будет у меня 90, вниз, видите, куда зубцы смотрят? Да. А у меня прядь, видите, куда идет? Да. Вверх. Значит, 90 плюс 30 примерно 120. И если бы я вам объясняла, девочки, здесь 60, здесь 90, здесь 120, это было бы понятно? Нет. Поэтому мы так и не делаем. Мы поступаем совершенно другим способом, гораздо легче. Залезли в эту. Гораздо легче. Этот способ называется: мы находим линию среза вот в этом месте, благодаря соединению ранее простриженных вот волос. Сейчас хочу красивее вычесать. Они вот выходят уже у нас. Вот. И как мы наблюдаем этот угол. О, вот они. Вот, видите, начинают вываливаться, и эти начинают заканчиваться. Можете даже себе вот здесь вот так вот сделать. Вот так. И это не будет уже ошибка, это уже будет правильно. Это называется линия среза. Но не такая, конечно, страшненькая, а... Ух ты, как сразу. Сразу чпок, прям. Смотрите, что я делаю. Теперь я себе наметила линию среза. Вот, видите, она? Видно? Всю эту красоту. И вот здесь. Эта линия среза у меня, вот она. И беру вот здесь, подчесываю. Вот эти волосы всегда пусть падают. Все, они нам здесь не нужны. Мы их должны видеть, но стричь мы их не должны. Все, у нас появился П-образный пробор. Ряд контрольный. Понятно? Дальше два варианта может быть. Можно отделять небольшими вот такими участками.
и стричь на уровне вот этой ранее простриженной пряди. Видите? Это один способ. Второй способ. Ой, как красиво сразу. Второй способ. Берем, вот смотрите, что мы делаем. Помните, мы в нашем, в технике, в этой я сказала вам, что височно-боковая зона — это продолжение затылочной, верхней затылочной зоны. Помните? Вот. Вот, Всю эту зону можем... вот смотрите, горизонтально. Вот, я могу себе создать вот здесь, то у нас вот такой ряд опорный, контрольный, вертикальный. А теперь я делаю такой же горизонтальный. Стригу методом прядь за прядью. Вот, это я просто себе делаю точки. Опорные. Да, опорные точки. Вот. То есть я сейчас делаю горизонтальный пробор, опорные точки. И сейчас вы их увидите, зачем я их тут сделала. Смотрите теперь. Отделяю. И я везде буду теперь его видеть. Видите, верх этот? Да. Раз. То есть у меня ориентир, конечно, есть на ранее простриженную, но я везде вижу верх. Видите? Два. Эту стрижку можно подстричь за 10 минут, если не объяснять. Видите, как хорошо видно? Кто-то пришел. Случайно не скучают? Нет, не скучают. Так, смотрите, вот. Так, этот низ сейчас мы будем дальше. То есть верх мы уже сделали. Видите, и уже у нас получилась вот такая картина. И мы можем то же самое сделать с низом. Направляемся вверх. Так, все у нас там понятно. Вот это мы уже не трогаем, на это мы просто ориентируемся. Вот эти кусочки убираем. Вот, все. И вот. Все видите? Сейчас мы будем стричь. Мы смотреть. А вы смотрите. А снимать потом не надо будет тоже, да? Надо. По сути, что я сейчас сделала? Я простригла вот так вот всю вот эту окружность, как вот здесь вычесала. Понятно? Да. В 3 этапа. В 3 этапа. Сейчас еще раз проверяю. Вот, на этом уровне, на этом. Можно заморочиться в этой стрижке на очень долго. Если разделять это все на мега количество зон, на какое-то там сумасшедшее количество этих проборов. Это все делается за один буквально срез. Все, эта сторона у нас прострижена. Представляете себе? Эти девочки все смотрим. Теперь проверяем. Проверяем в размере ПВ. Видите? 4,5, 5. Поднимаемся выше. Ровно? Ровно. Ну, чтобы с этой стороны всем было видно. Вот маленький кусочек, видите? Вверх не трогаем. Вверх не трогаем. Вот все вычесываем. Видите, ровно как? Вот маленький кусочек. Ну, это фанатизм. Вообще этого даже и убирать не нужно. Там 2 миллиметра ничего нам не дают. Дальше. Вычесываем. Ровно. Ниже опускаемся. Видите, что я вверх уже не трогаю. Середина низ. Вот.
вижу кусочек, вот он. Видите? Угу. Можно вообще, ну ладно, можно вот тут пройтись, а потом вот тут. Но я обычно, когда заканчиваю, смотрите, я именно по всей вот этой вот Массе. величине, по всей вертикали прохожу сразу, чтобы видеть вот эти все косяки, которые могут быть. Здесь вот вьющиеся волосы, все здесь отлично. То же самое с этой стороны. Видите, что я медленно веду руку? Мгм. Веду, 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 веду. И вот вижу. Это фанатизм уже. Мгм. Ну, уже красиво. Уже красиво, да. Уже все. Вот, ровно. Ровно. Да. Ну, ровно. Здесь мы уже проверяли. А Ровно. фанатизм это... Так, все, в принципе, вот здесь мы все это уже убрали. Проверяем просто, проверяем. То есть я здесь соблюдаю все время вот эту вот линию, и причем в этом месте у нас 90, эти чуть ниже, эти чуть выше. Поэтому вот эту часть я стригу чуть ниже. Видите, вниз опускаюсь. Эту я чуть выше, а вот это у нас под 90. Угу. Да. Понятно? Теперь остается у нас самая любимая, это теменная зона. У нас здесь отдельная челка, и мы на нее не можем ориентироваться, потому что она у нас отдельно. Вообще она к стрижке никакого отношения не имеет именно к этой. Она сама по себе. Такие челки всегда сами по себе. Мы ориентируемся тогда на вот эту длину, которая у нас вот здесь. И вот тут-то у нас стрижется под 90 градусов вся высота теменной зоны. Причем мы ориентируемся на ранее простриженную, вот она. Видите? Стрижем мы ее. Вот у нас первый ряд. Это контрольная прядь сейчас, на которую мы И опять ориентируемся. мы таким образом Да, прядь за прядью. простригаем прядь за прядью. Это Это динамическая контрольная прядь. И мы идем прядь за прядью и сделали сейчас себе вот здесь, вот этим рядом в теменной зоне, опорный ряд. Не точку, а ряд. Теперь бросаю его и горизонтальные проборы отделяю. И стригу вот эти длинные волосы на уровне вот этой предыдущей. Угу. Или ранее простриженной. Я сейчас это не буду дальше стричь. Просто показываю. Здесь у нас как все подстрижено. Это я такую ширину выделила, да? Идеально. Идеально, да. Ну вот, чтобы не идеально было, больше вот выделила, видите? Ух ты. Вот этот кусочек надо убрать. Кто убирает? Маша? Нет? Еще пока. Ну ладно, пока моды. Давайте. Галя, стрижем. Я вам стригли. У нас осталось что? Теменная зона, височно-боковой простригли. Что осталось? Шляпная. Шляпная, шляпочная. Шляпная зона. Да. Что мы делаем вот с этой стороны? Снимайте, идите. Вот с этой, с этой, с этой. Я отделяю часть, вот прям вот, конечно, сейчас буду объяснять. Отделяю часть височно-боковой. Вот она. И отделяю сразу же часть теменной. Часть это 2 сантиметра оттуда, 2 сантиметра оттуда. Понятно? И вычесываю. И вижу вот такой треугольник. Вот он. Видите? И стригу только... Видно же треугольник? Стригу только его макушку. Потом, для того, чтобы убедиться, что у меня здесь все ровненько, можно теменную зону сразу же зачесать. И увидим, что у нас здесь будет такой полукруг, как и голова у нас. Круглая же голова. И у нас все эти зоны должны быть как полукруг подстрижены. И опять, и иду опять в этой зоне. То есть я не отчесываю это отдельно, это как-то потом собираю. Нет, ничего не бросаю в этой же зоне. Иду, забираю вот эту часть. И не важно, что вы много взяли.
не страшно. Видите линию среза? Мгм. Это линия среза с височно-боковой зоны. А вот теменную зону я сейчас еще не вижу, линию среза. Вот она только появляется. Видите? Мгм. Вот эта теменная зона часть, это височно-боковая. Убираю угол. Опять ничего не бросаю. Опять эти же волосы, но уже шагаю дальше. Сюда, сюда, алло, 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 алло. Расслабьтесь. Внимательный. Вот это место. Вот оно. И у нас получается здесь полная обтекаемая линия, которая обтекает форму головы. И то же самое мы должны до сюда дойти. Господи, это настолько, мне кажется, так просто. Вот какие-то торчуны появляются, но совсем немножечко, да. Мгм. Так, все бы хорошо, но вы низ взяли больше, а верх меньше. А вам надо взять столько же, одинаковое количество прядей сверху и снизу, чтобы у вас, вот, вы увидели вот этот треугольник. Да. Мгм. Вот. Так, есть какие-то вопросы у кого? Что все прям такие матросы, Прям да? вообще. Да? Вот, красивый какой, да? Что там? Ножницы не снимаю. С пальца. Все, пока я снимаю. Вот, ведем расческу, ведем. Вот, отлично. Мгм. И вот смотрите, что характерно. Есть понятие такое вот в стрижках. Здесь эта зона под 90, это под 60, это под столько. Нет такого вообще смысла изучать стрижки. Знаете почему? Потому что этот угол зависит. От чего вообще зависит угол? От формы головы. От опорных точек. От опорных точек. Если бы здесь была бы длина другая, и угол бы был бы уже здесь другой, понимаете? Алло. Да. Опорные точки кто нам задает? Клиент. Клиент опорные точки задает нам в первую очередь. Поэтому нельзя приклеиваться вот именно к 90, 60, в этом столько. Нет. Каскад, лесенка, который даже сейчас вы стрижете, он на всех 3 или 4 людях, которые мы уже простригли каскад лесенку, мы стригли его немножко с разным углом. Вы не заметили? Да. Предыдущий был 90, чисто 90 во всех зонах, а здесь нет. Только лишь потому, что у нас верхушка или макушка, или длина на наивысшей точке головы, она совершенно другая. И от этого будет зависеть угол оттяжки. А вот мне вопрос, а как вот выбирать, понять, какой клиенту прическа подойдет? Это мы будем изучать, персонализация стрижки называется. Когда это будет? Это скоро. Все? Красота какая. Они прям так ложатся хорошо. Да. Уже вот они лежат, красивые Завитушки. завитушки. И, кстати, вы можете дальше их отпускать. Да? Буду. Будете. До какой длины? Да какой Да. допустим. До плечи, до плеч, Пока да? не надоест отращивать. Пока Прям сзади так. надоедает. Теперь надо увлажнить. Сейчас, да. Только не спиртом. Увлажнить. Увлажняем, знаете, для чего? Чтобы... Сделать окантовку окончательную. Инстаграм. Так, вычесываем. Смотрите, у нас пробор у клиента видно, он сам автоматический. Видите? Вот он, да. Вот здесь. Вот он. И смотрите.
смотрите, что мы делаем. Соединяем. Вернее, не соединяем, а выравниваем окантовку. С этой стороны, смотрите. Видите вот эту линию? Вот она. Это называется, как линия называется? Краевая линия роста волос. Я руки, свои пальцы должна держать параллельно этой линии. То есть веду вот сюда. Вот. Вычесываю вот эти волосы все. И веду, видите пальцы у меня? Именно параллельно этой линии. И стригу на уровне вот этой самой короткой. Вот так. Вертикально. Параллельно этой линии. Эти волосы должны быть вот подстрижены буквально вот так вот. Прям вертикально. Как идет этот рисунок краевой линии роста волос. Вот эту часть я подстригла. Вот она, да? А теперь стригу вот эту часть. Забираю все вот эти волосы. Смотрим, нету у клиента, нету сережек. Вот. Смотрите дальше. Вот как идет у нас здесь краевая линия роста волос. Ровная. То есть здесь я уже стригу четко, ровно. Как мы и стригли. Получается, мы стрижем только по краю. Параллельно краевой линии роста волос это называется. И все. Представляете, сделала все. То есть вот эта часть, она всегда проблематична, знаете в чем? Никто не понимает, какой здесь угол должен быть. Многие вот так берут, делают, смотрите. Прям берут и вот так стригут. А потом, когда мы это все убираем, вот здесь вот будет колтун. Из-за того, что слишком коротко будет. То есть вот эту височную часть обязательно только параллельно вот этой линии. Ставим пальцы и вот так ведем. Вот так я их и подстригла. Видите? На уровне вот этой самой короткой, которая у нас вверху. Пальцы для вас, вот вторая точка, вот эта вторая точка, это ваша вертикаль в пальцах. Ой, побились. Понятно? Вот и все. Стрижка готова. Нет. Этот момент получается. Прямо-таки сложно. Вот вертикально, прям вертикально. Вот так. Да, и на уровне самой короткой. Вот этой. Вот этой. Вот это. Все. Да. Мгм. Да, вот теперь уже, смотрите, вот здесь вы вычесали, а теперь найдите здесь краевую линию роста волос. Вот она. Вот она, видите руку? Вот сюда? Да, вот так вы и подстригли сейчас. Да. А теперь вот эту А тут часть чуть ниже. четко прям вот так. Да. А тут так ниже. Вот так. Да. И вот это все срезать. Да. И вот это тоже перед, Да, все перед здесь, ухом. вот до горизонтального пробора, вот все убирайте туда, в ту сторону. Можете не отделять, они все равно не достанут. Просто все вот эти волосы туда. И вертикально. Вот, да. Только расческу рано убираете. Поэтому вы не видите. И ведем. Стоп. Видно? Смотрите, как хорошо видно. Отлично. Все, а теперь вот эти волосы вниз. Просто вниз. Они у нас должны быть просто ровными здесь. Мы же уже их равняли. И мы должны в это выйти. Почему у вас опять два пальца? Не знаю. 4 надо нам. Что? Ну вот много, как часто студенты вот так вот стригут. Вот так. Так это неправильно? Неправильно. Надо Мы не, на руке не- должны видеть другие Вы волосы. должны видеть на руке вот. Вся рука должна быть открыта, полностью вся ладонь. Вот. Ну, здесь уже у нас все. Фанатизм пошел. Ну, еще сюда до П-образного. Почему?
все ровно. Ну вот, А теперь челочку мы вообще не трогаем. не трогаем. Я считаю, что нет. Смотри, если что, много подряд. Нет, я думаю, что нет. Потому что она слишком, вот здесь вот и так, мне кажется, коротушка. Ну, особенно на фоне вот этих волос сейчас, она прям вот в теме сейчас, на самом деле. Все. Все? Иди сними себе. Сейчас еще. Сеня, сними сейчас. Да. А где мои Сеня тут. ножницы? Это рабочая, во-первых. Так, смотрите, еще моментально в море. Нам нужно вот эти две части волос соединить. Видите, вот у нас четкий пробор. И мы обязательно должны это учитывать. И если у клиента волосы развиваются спереди, мы видим, что они у нас там развиваются, мы просто берем наперед, вычесываем именно на этом проборе. Видите, и убираем вот этот уголочек. Все. В принципе, теперь точно все. Идеально, да. Шедевр. Все, теперь сушим. Нет, теперь что мы дальше делаем? Убираем волосы с клиента, подметаем вокруг клиента. Лайфхак. Когда у вас нету пока что еще понятия глазомере, можно делать, на этой стрижке нет, на каре, конечно, это лучше всего. Можно делать следующие манипуляции. Вы должны понимать, что у вас вот эти волосы на одинаковом уровне. Видите? Берем, например, у нас будет с этой стороны 8, или хотя бы вот с этой стороны давайте брать. Вот волосы, самые короткие, вот, видите? До пробора. До пробора будет 7, и здесь должны быть 14. Видите? Идеально. Вот они. Понятно? Да. То же самое. Спереди с лица. Видите? Вот они короткие вылазят. То же самое делается спереди с лица. Но это надо увлажнять, потому что, видите, он уже подпрыгнул. Это мы сейчас покажем на каре. Все. Сушим против роста по шляпной зоне. Наверняка, возможно, кто более внимательный спросит, почему я не профилировала эту стрижку, эти волосы. Потому что волос очень вьющийся и достаточно жесткий. И вообще вьющиеся волосы филировать вообще нельзя. То есть филировочные ножницы и такого плана волосы — это понятия несовместимые. В дальнейшем, в конце, посмотрите, как я их буду разреживать. Видите, где я поднимаю? Именно верхняя и шляпная зона. А эту зону всю вниз. И большой брашем. Давайте. И подкручиваем. Больно где-то, да? Ага, вижу. Уберите, да, его. Волос шикарный, конечно. Смотрите, как я сушу. Параллельно краевой линии роста волос. Опять. Вот как стригла, так и сушу. Видите? И опускаю медленно. Медленно опускаю.
Я эту сторону, а вы ту посушите. Медленно, медленно. Обратите внимание, что я и сушу, как и стригла. Вот я как вверх стригла вот эту часть волос, так и сушу. Фен параллельно полу, видите? Да. Молодцы. Потому что мне здесь, видишь, неудобно, параллельно именно в теменной зоне. Фен обычно держится параллельно той зоны, которую сушим, видите? Да. Вот так, вот так, вот так. Видите? Теменная зона, фен вот так. Шляпная зона параллельно, фен вот так. Не спеша опускаем, чтобы они... ой, красиво. Красиво, нравится вам? Смотрите, фен параллельно. И я работаю сразу в проборе. Видите, в проборе сразу обе части беру. Правую и левую. И не спеша опускаем. Так, ну что, дальше вы сами давайте. Аня, Галя. Как парик? Да? Да. Надо же, как красиво, да. Алла Борисовна. Миллион, миллион, миллион. А вы вкусили что-то было? Да. Очень красиво. Это как раз тот случай, когда вьющимся волосам надо убирать объем вот здесь. Посмотрите, какая красота получилась, да? А подходит человек голову помоет, и тоже расстояние. Ну, с этой стороны вам было бы удобно. Смотрите, нам надо здесь объем, да, поднять. Берем в противоположном направлении, отчесываем. Видите? Если вы там будете стоять, вам придется просто лечь на клиента, чтобы сделать вот такую манипуляцию. Видно? А если поменять место дислокации, тогда гораздо проще всё. Вот это. Вот. А то посушили вот на себя, и получается прям прилипло. Хорошо около котлет поднимать. Да.
Хорошо, да? Вот. Видите, не надо бояться. Вот что можно сделать. Они торчать не будут, они будут висеть красиво. Они вот. за счет того, что в середине. Да, смотрите. Это называется пойнтинг. Берем, вычесываем. Делается он только на сухие волосы. И делаются острые срезы, глубокие треугольники. Убираем. Распускаем и видим вот такую картину красивую, как все это легко ложится волоса. Массива нет, понимаете? Во-первых, он и подниматься будет, у нас будет здесь объем замечательный. Вот, берем прям глубокие, по 4-5 сантиметров, видите? Прямыми ножницами. Вот такая должна быть картина. Глубокий, видно? Опс. Сразу поднимается. Вот. Прям еще раз показываю. Вот, раз, два, три. Это надо делать, конечно, очень аккуратно, потому что вы должны понимать, что это все-таки прямые ножницы, и есть варианты все испортить. Правильно? Посмотрите, по-другому уже лежит уже волос. Такими волнами красивыми. И не торчит, что немаловажно. Волос не торчит. То же самое с этой стороны. Если не делать так, ну, у всех в основном что? Ошибка — это филировочными ножницами. Это все однозначно будет потом торчать, как у ежика. Помните, к нам приходила модель, у которой все торчало? Это говорит о том, что просто профилировали бессовестные, и все. Вот она, наша красота. Поднялась, макушечка, все поднялось. Можно прям по пробору еще, смотрите, сделать как. Вот. Ну, тут, хотя, честно сказать, уже опасно. Нежелательно. Ох, как подниматься. Нам же нужен объем тут? Конечно, нужен. Вот именно такую, как сказать, технику разреживания волос надо вообще все время использовать. Даже если у клиента... О, смотрите, как поднялся. Да, вообще ж красота. Даже если у клиента, так скажем, мало, вернее, волос. Здесь аккуратней. Вот даже сейчас я сделаю, и посмотрите, что будет, как себя волос будет вести. Вот видите, как он сейчас лежит? Видно? Сейчас я сделаю здесь просто для эксперимента, и вы увидите, как он ляжет. Видите, что он начинает торчать, мелкие волосы. Видно? Поэтому вот этот массив не нужно. Только верхушка. Верхушка нам нужна. А этот начинает просто торчать. Поднимается вверх в разные стороны. Это нам не нужно. Вот. Так, ну все, вот она, пожалуйста. Вот, надо ж вот эту картину нам снять. Вот она, наша красотища просто. Правда же? Ой, волос, вот хочется в нем все время. Все время хочется копаться, такой волос. Ну и отрастили, да? Да. Какая красота. Вы себе нравитесь? Да. Ну, вот отлично.
И после вашего заведения всегда, да, Елена Владимировна, себе нравилось. Ну, совсем другая прическа. И Человек просто совершенно другой, да? моложе, да. Вот. Красота. Вот по сути, смотрите, каскад, это каскад лесенка. Менять людей. Меняет людей. Это который под 90 градусов стрижется. Он теоретически под 90. Он у нас стрижется здесь под 90. Здесь уже было 60. Почему? Потому что у нас длинная макушка тут. Здесь было 110 перенаправление. 90 было только вот в этой зоне. Поэтому это очень важно. Вы должны не цифры запоминать, где какие углы, а каким образом вам соединить низ с верхом. Отсюда все будет стричься вот так вот, по круговую. Тут, а это уже отдельно. А теоретически мы могли же сделать, вот у нас была вот эта зона, вот эта зона. Да. Здесь мы вычислили, поняли, что 90 градусов. Да. Мы же могли отдельно ее на 90 подстричь. А мы же потом ее тогда и соединять. подстригли. Не, мы соединяли вот так. Нет, вот. я потом, помните, я вам говорю, вот этот ряд можете подстричь. Горизонтально мы его подстригли. Мгм. Да, да. Это как опорный ряд был. Все Мгм. помнят? Мгм. Мы же его именно так и подстригли. Но это хорошо, что вы задаете эти вопросы. Значит, у вас мышление в голове присутствует, что вот, да, здесь слишком большое расстояние для одной руки, правильно? Здесь как минимум 2 руки, и между ними должна быть какая-то опорная система работать. А это опорный ряд под 90 градусов вот здесь. Мгм. Просто мы, когда здесь задаем вот это направление, мы выясняем, где же все-таки 90. 90 вот здесь только, подстригаем на уровне, а потом прядь за прядью, помните, я говорила, это мы вертикально стригли, а теперь мы стрижем горизонтально. Это и было 90. Все понимают, о чем речь идет? Ну вот и все. Все довольны работой. Отлично. Не Ну, знаю, шею немножко подсушите, Конечно, чуть-чуть, а то жалко, там да? влажно. Давайте я сейчас вот это вот. И когда Да. еще чуть, может, не досохло, там что. Все понимают, о чем речь идет. Новобранцы. Рота. Ой, как красиво сразу, еще лучше. Если бы спасательного круга не было. Так, Ну, мы это как ж очень легко. Аллочка. Да, если уж соответствовать. Это по полной. Да, по полной, да. Очень хорошо, конечно. Вот Я клиент, сразу видите, Аллу Пугачеву сам увидела. раз, уложил так, как ему хочется. Ну, сейчас, да. И красота уже. Красота. Ну, это красота. Молодежно. Стильно, модно, молодежно. Давайте посмотрим, что у нас было и что у нас получилось. Вид сзади, сейчас будет вид спереди. Я думаю, что здесь все понятно, все получилось очень хорошо. Итак, посмотрели видео. Надеюсь, оно было для вас полезным. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я с удовольствием отвечу на них. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.